Всем привет! Сегодня у нас расклад, почему этот человек появился, и, конечно же, это про отношения. Для чего пришел, посмотрим, почему пришел, зачем ушел, зачем не уходит. А то борщи вкусные варите, а потом удивляетесь, почему мужик не уходит. И, конечно же, прежде чем начать, приглашаю всех в проживание арканов, в манифест, в эзотерическую библиотеку, в закрытые расклады и в магический чат с марафонами. Ну и также по обучению колоде тоже на уровне проживания арканов. Колод дам. Там очень много колод, самые знаменитые колоды. И Девиант Мунд — это у нас Безумная Луна, Астара и прочее, и прочее, и прочее. Поэтому приходите, никто еще пока не пожалел. Ссылки, извиняюсь, ссылки в описании к видео и в закрепленном комментарии. И давайте начнем наш расклад. Единички. Первая карта для сигнификации, что сейчас между вами, остальные читаем парно. И между вами, понятно, да, активное движение. Как будто вот, знаешь, вот как будто судьба вас специально толкает вот к контакту. Здесь нет застоя. Наоборот, ты ощущаешь, что все развивается быстрее, чем ожидалось. Частые переписки, встречи, внезапные разговоры, даже вот стечение обстоятельств, которые вас сталкивают. Но важно тут другое. Тебе самой уже не просто уловить, куда это все ведет. Он держит себя более уверенно, рамки ставит, там характер показывает. Это не такой вот не как пластилин партнер, а человек, который, как говорится, садится за руль и демонстрирует свою позицию. И вот на фоне его уверенности у тебя появляется ощущение, что вот наконец-то рядом есть кто-то, кто может, как говорится, вести и показывать, куда двигаться. Но знаешь, вместе с этим ты и чувствуешь дистанцию. Он не распахивается до конца, нет. Ты не можешь предугадать его мотивы, потому что часть себя он закрывает. Он вроде рядом, но ты понимаешь, что у него есть свой какой-то вот внутренний мир, который он отгородил от тебя стеной. И вот сейчас у вас такой этап. Снаружи это быстрое сближение и активность, а внутри он как будто ближе, но все равно не полностью ты его видишь. Вот именно это и создает ощущение загадки и одновременно силы егошней. И это на тебя действует, потому что на тебя это все хорошо действует. Итак, почему этот человек появился в твоей жизни? Ну, знаешь, он пришел вовремя. Вот он пришел в твою жизнь именно тогда, когда тебе нужен жесткий маркер. А это у нас пора взрослеть эмоционально. Ты видела отношения как вот поиск тепла, защиты, а его появление, оно показывает, что тепла мало. Важно еще и опираться на себя. Этот человек появился, чтобы тебя встряхнуть и показать разницу между вот этими фэнтезийными, сказочными ожиданиями и тем, как вообще устроена жизнь. Он, знаешь, он стоит в архетипе власти и внутренней дисциплины. Его присутствие в твоей жизни — это вот звоночек. Пора перестать надеяться, что все решится эмоциями, и начать выстраивать основы. Он, знаешь, он в твою судьбу вошел именно вот
как тот, кто отражает твои слабые стороны. Ты чувствовал слабую почву под ногами, потому что не до конца строила, как говорится, каркас своей жизни. Он появился, чтобы слегка обнажить эту уязвимость. Ну, грубо говоря, он здесь не просто для любви или там для компании, да? Он здесь как проекция твоего запроса на силу, твоего запроса там на стабильность, на рамки, вот на это все. Его появление — это твоя точка взросления. Независимо от того, что тебе там хоть 100 лет, неважно. И тебе придется в какой-то момент научиться быть для себя вот этой самой опорой, как ты пыталась найти в нем. Какой урок он несет тебе? Ну, знаешь, урок, знаешь, связан с тем, что вот счастье в отношениях невозможно только на эмоциях. И он тебя научит этому, научит видеть разницу между картинкой идеальной семьи, турецкими сериалами и прочей вот этой ерундой и реальностью. Ты поймешь, что чужая стабильность — это не заменитель твоей собственной. Он может дать прикоснуться к ощущению, что там дом, семья, праздник, стабильность, но и одновременно он покажет и ограниченные рамки, понимаешь? Это не будет бесконечный поток, это будет система, где у каждого есть своя роль. И через него ты поймешь важную вещь. Ценность счастья эмоционального, она не в том, чтобы его тебе дарили, а в том, чтобы ты сама научилась его строить и распределять. И урок будет жесткий, потому что его энергия и влияние, они сильные. Они тебе глаза откроют, снимут твои розовые очки и крапивы по попе надает. Понимаешь? Ты поймешь, что личное счастье, оно не должно зависеть от чужих решений. И вот здесь он даст тебе, знаешь, возможность прочувствовать вот этот сценарий семьи, одновременно увидеть, знаешь, что не все на поверхности совпадает с тем, что внутри. И вот этот опыт, он научит быть тебя честнее с собой. Без вот этих вот, как сказать, картинок фантазийных в твоей голове и прочее, без розовых очков. И научит не путать картинку с сутью. Понимаешь? Как ваша встреча повлияет на твое будущее? Ну, знаешь, мощный след оставит. С одной стороны, она научит вот эта встреча не попадаться в зависимости от другого человека, даже если он там харизматичный, сильный, там мачо, впечатлить умеет. Ты через него увидишь, как тонка грань, когда из партнерства это все превращается в игру власти и подачек. Он дает, ты принимаешь, и это будет затягивать тебя. А с другой стороны, он подтолкнет тебя к новому уровню зрелости, к взрослости твоей. Еще раз повторяю, неважно, хоть тебе 100 лет. Ты увидишь, что зависеть от чужих решений унизительно и разрушает. И именно это будет точкой, где в будущем ты вот начнешь гораздо вот тверже, понимаешь, ставить условия. Ты уже потом не согласишься быть на позиции младшей. Эта встреча, это, знаешь, это будет для тебя стимул разорвать вот этот, знаешь, шаблон. Пусть все меня содержат, пусть обо мне позаботятся, мужик меня там задарит подарками. У тебя появится другое видение. У тебя будет, знаешь, я могу быть в отношениях, но только на равных. Ты через него создашь себе вот эти границы и сильное чувство самоуважения. А судьба таких уроков в том, что они будут болеть, но позже именно они дают настоящую силу внутри. Понимаешь? Истинные отношения, а не вот эти все турецкие мелодрамы и прочая ерунда. Давайте перейдем ко второму варианту.
двоечки. Напомню, первая карта — это сигнификация, остальное читаем парно. Что сейчас между вами? Интерес и притяжение, тут сказать по-другому никак. Но основу этих отношений пока, знаешь, формируют не чувства, а вот обстоятельства и выгоды. Все строится на моменте «мне удобно», «мне выгодно», и это очень чувствуется. Ты его воспринимаешь как шанс, как будто вот сама жизнь дала тебе возможность что-то изменить, что-то там улучшить, укрепить, но в то же время есть оттенок жадности. Желание удержать это и не отдать, чтобы никто, как говорится, не с чуть мат сказал, не свистнул. У тебя включается цепкость. Тебе кажется, что это редкая возможность, которую там упускать нельзя. А он же больше там проявляет себя через практичные вещи. Может давать внимание, там, заботу, но делает это так, чтобы не терять контроля над собой. Между вами есть энергия вот этой новой возможности. Но пока она идет вот по плоскости удобно, ресурсы, статус и так далее. Чувства, они, как сказать, только-только пробиваются. Первые подснежники. Но захват материального и практического, оно накрывает сильнее. Почему он появился в твоей жизни? Ну, знаешь, он появился, чтобы тебе показать, что ты можешь добиваться признания и побеждать не только в одиночку. Этот человек, он, знаешь, как зеркало твоих амбиций. Тебе хотелось взрослого подтверждения вот этого, там, я справилась, я добилась, я умею, я могу. И он пришел как стимул. Его присутствие, оно вытаскивает из тебя ребенка, который хочет учиться, развиваться, который одобрения ждет. Тут не про любовь в чистом виде, а вот про рост через соревнование и вдохновение. И он появился, чтобы ты раскрыла вот эти свои способности на практике, чтобы ты перестала думать, что там я недостойна чего-то большего, любовь не мое и прочее вот это ерунда. С ним ты, знаешь, почувствуешь, что можешь выигрывать. Вот как это объяснить, не знаю. Что ты можешь вот получать результат, признание. Он, знаешь, он как катализатор твоей внутренней амбиции. Типа, знаешь, как вот посмотри, у тебя тоже силы есть, чтобы там расти, двигаться, место занимать под солнцем. Примерно для этого. Ой, примерно так, понимаешь? Какой он урок несет тебе? Ну, про уязвимость в чувствах. Вот знаешь, с одной стороны, рядом с ним ты увидела, что такое эмоциональная глубина, что такое забота настоящая, поддержка настоящая. Его энергия, она вот как будто открыла тебе вот шаблон мужчины, который любить умеет. И этим он сильно повлиял на твою картину мира. Но урок в том, что за эту глубину приходится платить осознанием потерь. Ты узнаешь, что не все эмоции ведут к счастливому финалу. Он показывает пример, каким может быть мужчина. Но сразу же оставляет в душе отпечаток тебе грусти, что не всегда даже такие чувства, как говорится, имея, ты останешься с ними навсегда. Вот урок в том, что ты перестанешь идеализировать. Ты поймешь, что ценность не в обещаниях, не в красивых эмоциях, а в поступках и готовности идти вместе до конца. И он принесет через себя вот этот, как сказать, опыт боли, чтобы ты перестала хвататься за иллюзии и видела реальный фундамент. Понимаешь? Как ваша встреча повлияет на твое будущее? Ну, знаешь, она твой взгляд на отношения поменяет. Вот после этого мужчины ты уже не согласишься там на вот эти связи поверхностные.
Ты почувствуешь вкус настоящей близости эмоциональной и будешь сравнивать все свои новые знакомства именно вот с этим ощущением. Возможно, вначале это даст тебе там много разочарований, потому что новый опыт будет подталкивать тебя видеть чужую несостоятельность. Но именно это будет твоим фильтром, который не позволит пустым людям задерживаться рядом с тобой надолго. То есть ты перестанешь вот держаться за отношения ради там комфорта и перестанешь тратить на такие отношения годы свои. Этот человек, он, знаешь, он закрепит в тебе желание видеть глубину и чувствовать ее в настоящих поступках. Пусть он и оставит вот этот, как говорится, налет грусти, но через это у тебя сформируется зрелый взгляд. Лучше, как говорится, ждать дольше, чем соглашаться на там недолюбленность. Его появление, как сказать, вот срежет лишних людей и выведет туда тебя, где вот, как сказать, где будет место только для реальной любви, вот для настоящего партнерства, а не когда один тянет, а другой тащит. Ой, ну ты поняла меня. Один тянет, другой тащит. Когда один тянет, а другой, как говорится, просто ничего не делает. Итак, давайте перейдем к третьему варианту. Троечки, ну тут, а чё вам тут говорить? Смерть. Ну, то есть, не бойтесь, кто Таро не знает. В общем, первая карта — это сигнификация, что сейчас между вами. Остальное парно читаем. У вас сейчас трансформация. Да, объясню по-другому. Никто не умер. Нет. Вот знаешь, все, что прежде было, в старом виде уже существовать не может. У вас сейчас все на грани перелома. Чувствуется конец прежней модели отношений. Не в смысле, что связи больше нет, а в том, что она вот трансформируется. Он действует так, как будто вот устал от вот этого повторяющегося сценария, отстраняется, ведет себя там непоследовательно. Ты тоже это ощущаешь? Все идет не так, как раньше. И уже нельзя вернуть вот эту вот, как сказать, вот эту точку, как было. Понимаешь? И ты сама держишь позицию человека, которому нужно разобраться, что она чувствует на самом деле. С одной стороны, тебе хочется тепло сохранить, а с другой есть уже разочарование от того, что ты получаешь меньше, чем нужно. Между вами вот это висит этот ощущение неудовлетворенности. Как будто вот вы оба знаете, что важный разговор назревает, но каждый с ним тянет. И сейчас вы стоите на пороге вот трансформации. Либо вы честно вы видите все свои, как сказать, претензии наружу и перестроите отношения. Либо старое, как говорится, окончательно умрет, и мосты будут сожжены. А тут по-другому никак не скажешь. Почему этот человек появился в твоей жизни? Он, знаешь, он появился как твоя остановка и проверка. До него ты двигалась по жизни как на автомате, как на автопилоте. То есть работаешь, там строишь отношения, что было, то было. Его роль вот встряхнуть тебя была. Его энергия заставляет тебя смотреть внутрь себя, а не только наружу. И через него жизнь ставит перед тобой задачу научиться слушать свои эмоции и перестать довольствоваться вот этим вторым планом. Понимаешь? У него, знаешь, у него как функция зеркала, он показывает тебе недовольство тобой самой. Понимаешь?
Не потому что критикует, нет, а потому что его поведение заставляет тебя спрашивать себя, а я сама довольна вообще этим? И вот если бы не он, ты бы еще долго тянула бы вот эти все привычные сценарии, даже если они пустые. Его появление перевернуло твое внимание внутрь. Тебе нужно было столкнуться с этим человеком, чтобы перестать жить в равнодушии к самой себе, понимаешь, и выйти из тупика. Заговариваюсь уже. Какой урок несет? Ну, урок тут, что любовь настоящая и близость, они терпения требуют. Они требуют вкладываться, готовность работать над отношениями они требуют. Этот человек в твоей жизни, он именно для того, чтобы ты осознала, что эмоции любви одной мало. Красивые слова, там, вот эта вспышка страсти, они ж не удерживают связь надолго. Отношения держатся только на маленьких ежедневных шагах, на конкретных действиях, на конкретных кирпичиках, которые вы вкладываете в отношения, строите отношения. Он, знаешь, он учит тебя ценить искренность и простоту. Ты почувствуешь, что любовь должна быть не драма с качелями, а реальность, где стабильность сочетается с теплом. И вот урок в том, чтобы перестать бежать за вот этими острыми, яркими и научиться вкладываться в тихое, но настоящее. И в нем есть комбинация вот этой внешней стабильности и эмоциональной внезапности. И именно через это ты понимаешь, что в любви оба должны нести свою часть труда и при этом быть готовы к открытию души. А не только, как говорится, один строит, а другой не строит. Как ваша встреча повлияет на твое будущее? Ну, знаешь, она будет переломной именно в плане баланса. Ты перестанешь впадать в крайности или там терпеть ради видимости отношений кого-то. Или впускать людей без вот этого фильтра в свое сердце. Его воздействие тебя выровняет. Ты учишься сейчас соединять эмоции и разум, слушать сердце, но при этом проверять поступками то, что тебе говорят. И в будущем, именно благодаря вот этому опыту, ты начнешь строить отношения на принципе равновесия. Никаких больше крайностей, типа «я все отдам себя без остатка» или там «я его люблю, поэтому буду молчать и терпеть». Ты станешь мудрее, ты станешь спокойней. А твое вот это чувство справедливости, оно в лучшую сторону обострится. Ты уже не позволишь себе там оставаться там, где нет отдачи, и не будешь создавать иллюзии, что ради любви можно саму себя стирать из жизни. Эта встреча как будто вот откалибрует тебя, что ли. То есть ты выйдешь из нее более честной с собой, и именно это будет ключом к выстраиванию нормальных, зрелых отношений в будущем. Ну а тут больше нечего сказать. И обязательно приходи в проживание арканов. Ссылка в описании к видео, в закрепленном комментарии и в закрытые расклады приходи. И помни, что дед всегда рядом.